Привет! На моем канале вы уже видели рецепт ПП торта «Молочная девочка». Он собрал очень много положительных отзывов. Вы присылали мне фотографии своих тортиков в Instagram. Я поняла, что он вам очень понравился. И я решила немного пофантазировать с этим тортом. В этом видео я сделаю сразу два эксперимента: шоколадную молочную девочку и вертикальный разрез. Готовится он не сложнее первоначального варианта, имеет оригинальный разрез, а по вкусу этот торт больше всего напоминает шоколадный пломбир. Ингредиенты ровно те же, что и на торт «Молочная девочка», только добавится 40 грамм какао-порошка. И на этот высокий торт у меня ушло больше крема на покрытие, поэтому рикотты понадобится больше. Украшу я этот торт ПП конфетами и ПП маршмеллоу, рецепты которых уже есть на моем канале. И, пожалуй, я не буду тратить ваше время и показывать снова процесс приготовления коржей и крема. Покажу вам сборку, покрытие и украшение торта. Спасибо за ваши лайки и комментарии, для меня это очень ценно. Итак, коржи я приготовила точно так же, как в классическом белом варианте молочной девочки. Только добавила 10 грамм какао и 5 грамм подсластителя в сухие ингредиенты. Выпекала на двух противнях. Вот такие тоненькие молочно-шоколадные коржики получились. Крем также в точности по рецепту. Плюс 20 грамм какао и плюс 5 грамм подсластителя я добавила на этапе добавления крахмала. Для того, чтобы сделать вертикальный разрез, коржи нужно разрезать на ровные полосы. Воспользуемся линейкой для точности. Замеряем примерную ширину коржа. У меня получается 27-28 сантиметров. Нарезать можно либо на 2, либо на 3 полосы. Я нарежу на 2 полосы по 12 сантиметров. Такой торт получится очень высоким. Провожу линии с помощью вот такого ножа для пиццы. Отрезаю по прямой линии край. И от этой линии намечаю разрезы на расстоянии 12 сантиметров. Теперь нужно провести ровную линию надреза. Также делаем это с помощью линейки и ножа. И второй надрез аналогично. Убираем излишки. Получились две одинаковые полосы. И я немного подровняю края и срежу все неровности. Точно так же поступаем со вторым коржом. Также получается две ровные полосы. Все эти 4 полосы нужно покрыть слоем крема. Выкладываем крем чуть меньше половины общей массы. По рецепту получается около 1000 грамм крема. На первый противень выкладываем 450 грамм. Аккуратно разравниваем. Чем ровнее будет слой, тем идеальнее будет разрез нашего торта. Постарайтесь заполнить ровным слоем крема даже самые края коржей. Также поступаем и со вторым противнем. Остается около 100 грамм крема. Он нам еще понадобится. Теперь можно скручивать наши коржики. Первую полосу скручиваем в рулет максимально плотно, но при этом, чтобы не выдавился крем. Прикладываем ее ко второй полосе стык в стык и скручиваем. Снова стык в стык к третьей полосе и скручиваем. Теперь можно установить наш рулет на подложку. Дальше проще будет накладывать корж в вертикальном положении. Прижимаем настолько плотно, насколько это возможно. Теперь оставшимся кремом покрываем верхушку, чтобы сверху коржи тоже хорошо пропитались. Слегка разравниваем. И теперь желательно тортик хорошо зафиксировать. Для этого идеально подошло бы вот такое разъемное кольцо. Но у моего тортика диаметр около 14 сантиметров, а у кольца минимальный диаметр 16 сантиметров. Поэтому воспользуемся плотной ацетатной пленкой. Прикреплять ее будем скрепкой.
Аккуратно оборачиваем торт пленкой вплотную, без зазора. Пленка должна очень крепко зафиксировать торт в этом положении. И скрепляем скрепкой. Вот такой ровный тортик получается. Сверху укрываем его пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник на ночь. Тортик настоялся, пришло время финального покрытия. Для покрытия я сделала такой же крем из рикотты, как в моем белом варианте молочной девочки, только добавила в него какао. Пропорции смотрите в описании. У меня тортик вышел очень высокий, поэтому верх я покрою тонким слоем крема. Немного выравниваем верхушку сразу, а бока торта можно покрыть толстым слоем крема. Для этого отрезаем отверстие в кондитерском мешке потолще. И покрываем торт, начиная с нижнего слоя по спирали, поднимаясь выше и выше. Таким способом ваш торт сразу будет покрыт ровным слоем крема, и при выравнивании нужно будет лишь разгладить неровности. Доходим до верха и приступаем к выравниванию боковой поверхности торта. Разглаживаем верхушку и снова сбоку. Так доводим торт до максимально ровной формы и гладкой поверхности. Этот тортик я решила украсить подтеками из глазури. Высокие длинные подтеки подчеркнут его вытянутые пропорции. Рецепт ПП глазури молочный шоколад уже есть на моем канале. Пока глазурь еще полностью не застыла, декор хорошо зафиксируется на ней. Укладываем конфетки. Это конфеты 3 планеты, покрытые кокосовой мукой. Затем фигурные маршмеллоу. Очень красиво они смотрятся на торте. И заполняем промежутки кусочками шоколада и орешками. Теперь декор выглядит завершенным. Вот такой стройный и нежный торт получился. И именно благодаря маршмеллоу оформление выглядит таким нежным. По вкусу он действительно больше всего напоминает настоящий шоколадный пломбир. И по текстуре торт такой же мягкий, как и классическая молочная девочка. Давайте посмотрим на разрез. По-моему, это очень красиво и оригинально. Оказалось, что вертикальный разрез делать ничуть не сложнее обычного. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. У меня будет еще много вкусного и полезного. Пока!